Если бы в 20-е годы прошлого столетия, более 100 лет назад, Маяковский, Владимир Маяковский, играл бы рок-музыку, то он совершенно точно был бы рок-звездой. Но тогда рок-музыки просто не было. Это один из любимейших моих поэтов. Я уже несколько раз читал тексты Владимира Маяковского. Мы Эдисоны невиданных взлетов, энергии светов, но главное в нас это ничем не заслониться. Главное в нас это наша страна Советов. Делал на них каверы, различные рок-обработки по типу гражданской обороны. Не теряйтесь, взлетайте, и жить, и быть. Сбивайте, обитатель, рабочую мысль. Памяти просто буду. Читал тексты его, пытался как-то петь под стилистику и звуки, музыку других рок-групп. А сегодня, 14.04, я бы хотел поговорить о самом поэте, рассказать его биографию, историю жизни. Почему же этот день я выбрал? А все достаточно просто, потому что 14.04 30-го года прошлого века стало последним днем Владимира Маяковского. Каким же был этот неоднозначный, но в любом случае очень великий, интересный, загадочный, проворечивый поэт России, Советского Союза, той былой ушедшей эпохи. Погнали! Владимир Маяковский родился 19 июля 1893 года. Дата смерти значится 14 апреля 1930. Владимир Маяковский не сразу начал писать стихи. Сначала он собирался стать художником и даже учился живописи. Слава поэта пришла к нему после знакомства с авангардистами, когда первые произведения молодого автора с восторгом встретил Давид Брулю. Футуристическая группа «Сегодняшний Лубок», «Левый фронт искусств», «Рекламные окна роста». Владимир Маяковский работал во множестве творческих объединений, а еще писал в газеты, выпускал журнал, снимал фильмы, создавал пьесы и ставил по ним спектакли. Советская воля, советское знамя, советское солнце. Внедряйтесь и взлетайте, и вширь, и ввысь. Взвивай, изобретатель, рабочую мысль. Родился российский футуризм. Владимир Маяковский родился в Грузии в 1893 году. Его отец служил лесничим в селе Багдади. Позже семья переехала в Кутаиси. Здесь будущий поэт учился в гимназии и брал уроки рисования. С ним бесплатно занимался единственный кутаисский художник Сергей Краснуха. Когда волна первой российской революции докатилась до Грузии, Маяковский еще ребенком впервые участвовал в митингах. Его сестра Людмила Маяковская вспоминала: революционная борьба масс оказала влияние также на Володю и Волю. Кавказ переживал революцию особенно остро. Там все вовлекалось в борьбу, и все делились на участвовавших в революции, определенно сочувствующих ей и враждебно настроенных. В 1906 году, когда Владимиру Маяковскому было 13 лет, умер его отец от заражения крови, поранил палец иглой, сшивая бумаги. До конца жизни поэт боялся бактерий, всегда носил с собой мыло,
брал в путешествие складной таз, возил с собой одеколон для обтираний и тщательно следил за гигиеной. После смерти отца семья оказалась в тяжелом положении. Маяковский вспоминал: «После похорон отца у нас 3 рубля. Инстинктивно, лихорадочно мы распродали столы и стулья, двинулись в Москву. Зачем? Даже знакомых не было. Разворачивайтесь, марше, словесный не место кляузе. Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер. Довольно жить законом, данным Адаму и Евой. Клячу истории загоним левой! В Московской гимназии юный поэт написал свое первое, невероятно революционное и в такой же степени безобразное стихотворение и опубликовал его в нелегальном школьном журнале. В 1909-1910 годах Маяковского несколько раз арестовывали. Он вступил в партию большевиков, работал в подпольной типографии. Сначала юного революционера отдавали на поруки матери, а 3-й раз посадили в тюрьму. Заключение в одиночной камере Маяковский позже назвал 11 бутырских месяцев. Он писал стихи, но тетрадь с лирическими опытами, ходульными и рефлексивными, как оценил их автор, отобрали охранники. В заключении Маяковский прочитал множество книг. Он мечтал о новом искусстве, новой эстетике, которая будет в корне отличаться от классической. Маяковский решил учиться живописи, сменил несколько преподавателей и через год поступил в Московское училище живописи, ваяние и зодчество. Здесь молодой художник познакомился с Давидом Бурлюком, а позже с Велимиром Хлебниковым и Алексеем Крученых. Маяковский вновь писал стихи, от которых его новые товарищи были в восторге. Авангардные авторы решили объединиться против эстетики старья, и вскоре появился манифест новой творческой группы «Пощечина общественному вкусу». Памятник ростом будут, наши капусты и наши моркови будут лучшими в мире, наши коровы и кони, массы плоть от плоти, кровь от крови. Мы советской деревни Титаны Маркони. Пошла борьба и в знании, класс на класс. Футуристы выступали на собраниях, читали стихи и лекции о новой поэзии. За публичные выступления Владимира Маяковского отчислили из училища. В 1913-14 годах прошло известное турне футуристов. Творческая группа с выступлениями поехала с гастролями по российским городам. Актер, художник и автор народных спектаклей Владимир Маяковский интересовался не только поэзией и живописью. В 1913 году он дебютировал в театре. Сам написал трагедию Владимир Маяковский. Сам поставил ее на сцене и сыграл главную роль. В этот же год поэт увлекается кинематографом. Начал писать сценарий, а спустя год впервые снялся в ленте драма «В кабаре футуристов номер 13». Картина, к сожалению, не сохранилась. Во время Первой мировой войны Владимир Маяковский состоял в авангардном объединении «Сегодняшний Лубок». Его участники Казимир Малевич, Давид Бурлюк, Илья Машков и другие рисовали патриотические открытки для фронта, навеянные традиционным народным лубком. Для них создавали простые красочные картинки и писали короткие стихи, в которых высмеивали врага. В 1915 году Маяковский познакомился с Осипом и Лилией Брик. Это событие в своей автобиографии поэт позже отметил под заголовком «Радостнейшая дата». Лилия Брик на долгие годы стала возлюбленной и музой Маяковского. Он посвящал ей стихи, поэмы и даже после расставания продолжал признаваться в любви.
1918 году они вместе снялись для картины «Закованная фильмом». Оба в главных ролях. В ноябре того же года прошла премьера пьесы Маяковского «Мистерия Буф». Ее поставил в театре музыкальной драмы Всеволод Мейерхольд, а оформил в лучших традициях авангарда Казимир Малевич. Мейерхольд вспоминал о работе с поэтом. Маяковский был сведущ в очень тонких театральных технологических вещах, которые знаем мы, режиссеры, которым обучаются обычно весьма длительно, в разных школах, практически на театре и так далее. Маяковский всегда угадывал всякое верное и неверное сценическое решение, именно как режиссер. Массы плоть от плоти, кровь от крови. Мы советской нефти питали наркотики. Спустя год началась напряженная эпоха, окна роста. Художники и поэты собирали горячие темы и выпускали агитационные плакаты. Их нередко называют первой советской социалистической рекламой. Работа шла напряженно, и Маяковскому и его коллегам не раз приходилось задерживаться допоздна или работать ночью, чтобы выпустить партию в срок. В 1922 году Владимир Маяковский возглавил литературную группу «Левый фронт искусств». Позже «Левый» в названии сменилось на «Революционный», а вскоре и одноименный журнал творческого объединения. На его странице публиковали прозу и стихи, снимки авангардных фотографов, смелые архитектурные проекты и новости левого искусства. В 1925 году поэт окончательно расстался с Лилией Брик. Он уехал на гастроли во Францию, затем отправился в Испанию, на Кубу и США. Там Маяковский познакомился с переводчицей Элли Джонс. Между ними вспыхнул короткий, но бурный роман. Осенью поэт вернулся в СССР, а в Америке у него вскоре родилась дочь, Эллен Патриция. После возвращения из США Владимир Маяковский написал цикл «Стихи об Америке». Работал над сценариями советских фильмов. Левой! Левой! Лучший поэт советской эпохи. В 1928-29 годах Маяковский написал сатирические пьесы «Клоп» и «Баня». Обе премьеры прошли в театре Мейерхольда. Поэт был вторым режиссером. Он следил за оформлением спектакля и работал с актерами, начитывал фрагменты пьесы, создавая нужные интонации и расставляя смысловые акценты. Обе пьесы вызвали ажиотаж. Одни зрители и критики видели в произведениях сатиру на бюрократию, а другие критику советского строя. «Баню» поставили лишь несколько раз, а после запретили до 1953 года. Лояльное отношение властей к главному советскому поэту сменилось прохладой. В 1930 году ему впервые не одобрили выезд за границу. На поэта стала яростно нападать официальная критика. Его упрекали за сатиру по отношению к явлениям, якобы побежденным, например, той же бюрократии и чиновническим проволочкам. Маяковский решил провести выставку «20 лет работы» и представить на ней результат своего многолетнего труда. Он сам отбирал газетные статьи и рисунки, расставлял книги, развешивал по стенам плакаты. Поэту помогали Лилия Брик и его новая возлюбленная, актриса Вероника Полонская, и сотрудник Государственного литературного музея Артемий Бромберг. В день открытия зал для гостей был переполнен. Однако, как вспоминал Бромберг, на открытие не пришел никто из представителей литературных организаций. Да и официальных поздравлений поэта с 20-летием работы тоже не было. Дострой коммунные здания, смекалкой масс, сон электростанции зажгись, пустырями сонными спрессуем в массовый мозг мозга людские клетки,
станем гигантскими, станем невиданными Эдисонами. И 5, и 10, и 50-летки, вредителей предательства и белых знаний лоск. Непризнание усугубило личная драма. Владимир Маяковский, влюбленный в Полонскую, требовал, чтобы она ушла от мужа, бросила театр и поселилась с ним в одной квартире. Как вспоминала актриса, поэт то устраивал сцены, то успокаивался. Потом снова начала ревновать и требовать немедленного решения. Одно из таких объяснений стало роковым. После ухода Полонской Маяковский покончил с собой. В предсмертном письме он просил товарища правительства не оставлять его семью. «Моя семья – это Лилия Брик, мама, сестры и Вероника Витольевна Полонская. И если ты устроишь им сносную жизнь, спасибо». После смерти Маяковского весь архив поэта отошел Брикам. Лилия Брик пыталась сохранить память о его творчестве. Хотела создать мемориальную комнату, но постоянно натыкалась на бюрократические перепоны. Поэта почти не издавали. Тогда Брик написала письмо Иосифу Сталину. В своей резолюции Сталин назвал Маяковского лучшим и талантливейшим поэтом советской эпохи. Резолюцию напечатали в «Правде». Произведения Маяковского стали издавать огромными тиражами, а его именем называть улицы и площади Советского Союза. Понравилось видео? Поставь лайк видосику, если он тебе зашел. Если нет, не ставь. Можешь даже поставить дизлайк. Для ютуба это ничего уже не значит. Да и монетизации теперь на ютубе нет. А если есть у тебя какие-то идеи, вопросы или мысли, то ты их можешь задать мне в комментарии, либо другим участникам, кто будет находиться в комментах. Если интересны мои какие-то музыкальные проекты, пожалуйста, переходи в плейлисты, там они есть, можешь посмотреть музыку в разных стилях, в разных жанрах, о том, как я делаю музыку на мобильном телефоне или на компе, посмотреть, послушать мои экспериментальные каверы, различные истории рок-звезд и так далее. В принципе, на канале достаточно много разного контента. Всем желаю, как всегда, мира, удачи и добра. Увидимся в новых выпусках. Мы Эдисоны невиданных взлетов, энергии светов, но главное в нас это ничем не заслониться. Главное в нас это наша страна Советов, советская воля, советское знамя, советское солнце. Внедряйтесь и взлетайте, и вширь, и ввысь. Взвивай, изобретатель, рабочую мысль. Памятник ростом буду. Наши капусты и наши моркови будут лучшими в мире. Наши коровы и кони. Массы плоть от плоти, кровь от крови. Мы советской деревни титаны Маркони. Пошла борьба из знаний, класс на класс. Дострой коммунные здания смекалкой масс. Сон электростанции зажгись. Пустырями сонными спрессуем массовый мозг, мозга людские клетки. Станем гигантскими, станем невиданными Эдисонами. И 5, и 10, и 50-летки, вредителей предательства и белых знаний лоск. Забей изобретательством рабочий мозг. Мы Маркони гигантских взлетов, энергий и светов. Но главное в нас это ничем не заслониться. Главное в нас это наша страна Советов, советская стройка, советское знамя, советское солнце.